Здравствуйте, уважаемые зрители! Сегодняшняя тема у нас кролики. Недавно приобрел я 3 кроликов в 3-месячном возрасте, 2 самок и одного самца. Уже решил после 20-летнего перерыва еще опять заняться кролиководством. Раньше было чем заняться, так, поэтому закинул это дело. Сейчас опять взялся. Теперь о чем я? Расходы на кроликов. Материал вот сетка. Сетка из старых холодильников я взял. То есть нулевая. Расход нулевой. Доски. Старые поддоны, еще немножечко обрезки были. Из них собрал, клетку. Такую. Крышка со старых шкафов. Вот. То есть люк сделал сверху, она более безопасна, потому что тут бывает верхний сделал, она чуть-чуть или забыл, для чего, может кролик выскочит. А так вот, люк. Давнешняя практика показывает, что люк и они не поднимают. Так более безопасно. Пока. Единственный расход, что купил я петли на люк. Вот. И все на этом. На данный момент. То есть для кроликов, 3 кроликов я ничего, кроме самой покупки кроликов, ничего не расходовал. А кролики в данный момент у нас в Беларуси 10 рублей месяц возраста, жизни называют. Взяли мы 3-месячных 3 штуки. Сошлись на 50 рублях. Это где-то российских 1500, может 1600 по курсу. Это, я считаю, нормально. Теперь кормушечка. Кормушка вот так. Из пластиковой бутылки я вырезал. Края опалил немножечко, чтобы острые убрать. Чтобы не порезались кролики. И все. Привинтил к полу. Вот. У нас кормушечка. Покажи-ка, отойди, подвинься. Вот кормушечка у нас. Привинчена к полу. Привинтить лучше винтом закрутить, потому что не переборщишь, уже знаешь, это когда остановиться. А так можно и переборщить. И поилочка. Поилочка у нас вот тоже немножко высоким бортом, чтобы к стене прислонить. И просто привязать его. Сейчас покажу как. Вот, привязал, и никуда она не деется, все нормально, можно пользоваться. Тоже опять же края надо опалить, чтобы не порезались кролики. Тут это ножницами режешь, острое появляется. Теперь пол. Обязательно надо оставить шилки. А шилки где-то на палец, у кого какой палец, а лучше померить горошки, зайчьи эти, чтобы они проскакивали через это, не собирались в клетки. Она вот через клетки попадает, падает через ширь. И все на полу, и она чисто. Кормушка. Кормушку я не стал делать. По какой причине? Практика показала, что если сильно узко делать, то начинает скотина мучаться, животное. Там овечкам делал и так далее. Не достать, еду. А широко сделаешь, и они потекают под ноги и опять не хотят есть. Поэтому взял металлической начинкой проводку. Все, сделал петлю, одел, затянул. Все. И повесил на гвоздик, и она на весу. Все. Под ногой не трогает, грязью это никакой, не прикасается. По убыванию петля сжимается, то есть она не падает никуда. Сегодняшний день это у них рационе у нас на завтрак давал это конский шавел. А так еще вот ячмень. Ячмень сыплю я. Кормушечку. Ой, немножечко рассыпал. Раньше боялся, что они будут раскидывать. Оказалось, что я ошибаюсь. Они ничего, аккуратно, как раз немножечко, когда опаливаешь
посуду, края загибаются вовнутрь. Становится, что не особо выскакивает. И воду. Сейчас мы дольем. Так, вон там еще. Ну так долили и хорошо. То есть басни, что расходов сильно много, кроликов невыгодно, это неправильно. Я и раньше держал кроликов. И, знаете, денежный эквивалент особо так, чтобы не продавал. Ну, бывало случаи, что продавали. Но с мясом вы всегда будете. Всегда будет свежее мясо. А отсутствие расхода — это уже доход. Поэтому всем советую. Начинайте сейчас, кто не начал. А позже уже сниму я ролик. Покажу, как взлучка после открола и как отлучить от мамы. Ну и чтобы опять подготовить крольчиху на озвучку. Ну а пока у нас крол самец, то есть это пока молодой, ну производительности нету, чуть позже начну снимать и все покажу вам как надо. Короче, на мой взгляд, даже очень хорошее это хозяйство, даже лучше, чем куры, более рентабельные. Кормов особо не надо, так трава летом, сено зимой, ну можно бураков, ну то есть свекла, кормовых, конечно. Ну а там хлеб, если остался, высушили, сухариком лучше, конечно, они любят грызти, это даже полезно. Ну опять же, ячмень, овес, пшеницу не надо. Ну где-то так. Ну что еще вам рассказать? Вроде про рентабельность рассказал. А, вот. Я сразу не верил, даже посчитал. Ну сейчас не буду на камеру считать это. Одна кролька-матка в среднем в год дает 100-120 килограмм чистого мяса. Сложная кролька-матка. Ну то есть это крольчиха и все ее потомки, в дальнейшем которых тоже будут давать потомки. Ну это можете даже сами сидеть подбить, это даже получается. Я когда держал, это много кроликов, было у меня 11 маток, кролика-маток. Было время, как-то считал это, что действительно это сходится. Ну а так, все на сегодняшний день. Как уже начну производством заниматься, как говорится, обязательно начну снимать и в финале все как отлучить, и при этом покажу еще как определить пол маленьких крольчат. Ну а так пока все. Спасибо всем за внимание, спасибо, что до конца посмотрели. Ставьте лайки, подписывайтесь. До следующих встреч.